Официанта уволили за то, что он оказал помощь женщине с инвалидностью в коляске, позволив ей переждать ливень. Случай, произошедший на следующий день, кардинально изменил его жизнь. Когда дождь лил, как из ведра, Тони, еще молодой официант, завершал свою смену с чашкой кофе в руке. День выдался трудным, много клиентов, но мало чаевых. Он чувствовал себя уставшим и разочарованным. Однако, заметив на обочине дороги девушку в инвалидной коляске, которая в одиночестве ждала автобус, он покинул кафе. Ее глаза были полны грусти, а одежда полностью промокла от сильного ливня. Тони открыл свой зонтик и держал его над девушкой, защищая ее от дождя. «Я помогу тебе», — произнес он мягко, улыбаясь. Девушка посмотрела на него с удивлением, а затем с благодарностью произнесла: «Спасибо, никто до сих пор не обращал на меня внимания». Тони остался с ней, пока не подошел автобус, и бережно помог ей сесть в него. Когда автобус начал уезжать, она помахала ему на прощание. На следующее утро, когда он вошел в кофейню, он сразу почувствовал, что обстановка изменилась. Его начальник, скрестив руки, смотрел на него с неодобрением. «Я слышал, что ты делал вчера», — начал он строго. «Ты покинул свою смену и оставил клиентов под дождем. Это недопустимо». Тони остолбенел, не зная, что ответить. Объяснив руководителю причину, по которой он покинул рабочее место, начальник с холодным сердцем сказал: «Ты уволен». Тони вышел из кофейни с тяжелым сердцем. Он лишь хотел помочь, а теперь оказался без работы. Его беспокоило, как он сможет выплатить аренду и что сказать матери, нуждающейся в его поддержке. На следующее утро в дверь раздался звонок. Он, потирая глаза от усталости, открыл и увидел элегантного мужчину с девушкой в инвалидной коляске. Ее улыбка словно осветила серый коридор. «Вы Тони?» — спросил мужчина, дружелюбно кивая. В замешательстве Тони внимал его словам. «Я отец этой чудесной девочки. Она рассказала мне о вашей помощи. Вы не просто прикрыли ее от дождя, вы доказали, что доброта все еще существует». Мужчина протянул ему визитку, добавив, что управляет сетью ресторанов и ищет людей с добрым сердцем. Он предложил Тони работу менеджером в одном из своих заведений. В тот момент Тони не мог сдержать слезы, благодарно глядя на девочку. Хотя дождь лил как из ведра, для него это был день, когда в его жизни засияла новая надежда. Через 10 лет после этой доброй истории Тони сделал предложение девушке в инвалидной коляске, и теперь они живут счастливую жизнь вместе. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, где вы найдете еще много интересного. А также ставьте лайки и пишите комментарии, что думаете насчет этой истории.